Сегодня мы отправляемся в место, где время будто замедляется, где узкие улочки шепчут истории прошлого, а каждый дом словно сошел со страниц старинной европейской сказки. Здесь разноцветные фасады отражаются в тихой воде каналов, будто художник аккуратно провел кистью по полотну. Деревянные балки, старинные ставни, цветы на подоконниках – все выглядит так, словно город бережно хранит свою красоту веками. Каждый шаг здесь – это маленькое открытие, каждый поворот – новая картина, каждая деталь – напоминание о том, как красиво может выглядеть история. Здесь хочется замедлиться, идти без цели, смотреть по сторонам, слушать тишину и позволить себе просто побыть в моменте. В воздухе смешиваются ароматы свежей выпечки, утреннего кофе и французского вина, а мягкий свет делает этот город похожим на живую открытку, которую хочется сохранить в памяти навсегда. Дорогие друзья, сегодня мы отправляемся с вами в Кальмар. Я приехала сюда из города Базель, и поездка оказалась невероятно приятной. Поездом путь занял около часа, и все это время за окном мелькали живописные холмы Эльзаса, виноградники и уютные французские деревушки. В Базеле, кстати, есть международный аэропорт, откуда можно быстро добраться до Кальмара автобусом или поездом, либо трансфером, что делает этот город отличным пунктом для путешествия. Прежде чем мы начнем прогулку по Кальмару, давайте разберемся, где же мы вообще находимся. Кальмар расположен в регионе Эльзас, на северо-востоке Франции, у самой границы с Германией и недалеко от Швейцарии. Эльзас – это особенное место. Это регион, который на протяжении веков переходил то к Франции, то к Германии. Именно поэтому здесь удивительным образом переплетаются две культуры – французская и немецкая. Эльзас знаменит своими винными дорогами, живописными деревнями, средневековыми замками и фахверковой архитектурой. Здесь проходит знаменитый винный маршрут Эльзаса, один из самых красивых маршрутов Франции. Регион известен белыми винами, такими как Ризлинг, Гевюрцтраминер и Пино Гриджио, а еще рождественскими ярками, которые считаются одними из самых красивых в Европе. Архитектура Эльзаса легко узнаваема. Разноцветные фахверковые дома с деревянными балками, покатые крыши, цветы на окнах. Кажется, будто весь регион создан для неспешных прогулок и красивых фотографий. И именно в сердце этого региона находится Кальмар. Кальмар – один из самых хорошо сохранившихся старинных городов Эльзаса. История города начинается еще в 823 году. В документах императора Людвига Благочестивого он упоминается под названием Колумбариум, что переводится с латыни как «голубятня». Трудно поверить, что этот сказочный город когда-то носил такое простое имя. В 1226 году Кальмар получил статус свободного имперского города. Это означало самостоятельность, собственные законы и особое положение в Священной Римской империи. А уже в 1354 году город вошел в союз Декаполис, объединение 10 эльзасских городов, которые защищали свою независимость. Средневековье принесло не только процветание, но и трагедии. В XIV веке во время эпидемии черной смерти или чумы в городе происходили погромы. Спустя столетия, в 1863 году, при ремонте одного из домов был найден так называемый Кальмарский клад – ювелирные украшения, спрятанные еврейской семьей во время погромов в надежде уберечь их от разграбления. Этот клад сегодня считается одним из самых ценных средневековых сокровищ Европы. Кальмар долго сохранял независимый характер. Даже идеи реформации он принял лишь в 1575 году, намного позже соседних городов. Но, пожалуй, самая драматичная часть истории Кальмара – это постоянная смена флагов. Во время 30-летней войны город захватывали шведы, затем его взял под защиту французский король Людовик XIII, а окончательно французским он стал при Людовике XIV в 1679 году. После франко-прусской войны в 1871 году Кальмар почти на полвека стал частью Германской империи.
Именно тогда здесь появились современная инфраструктура и впечатляющий вокзал. Во время Второй мировой войны город снова был аннексирован, и именно здесь произошла последняя крупная битва на французской земле, так называемый Кальмарский котел, в феврале 1945 года. После этого Кальмар окончательно вернулся Франции. Сегодня о богатой истории города напоминают его улицы и дома. И если внимательно посмотреть на старый Кальмар, становится понятно, что его архитектура – это не просто красота, а отражение практичности и образа жизни того времени. Фахверковые дома строили не ради декоративности, это была продуманная технология. Основа составлял деревянный каркас из массивных балок. Эти балки создавали прочный скелет здания, а пространство между ними заполняли смесью из глины, соломы и извести. Иногда использовали кирпич или камень, но традиционный вариант именно глиняный наполнитель. После высыхания стены белили, а деревянные балки оставляли открытыми. Так и появился узнаваемый контраст темного дерева и светлых стен. Интересно, что верхние этажи часто выступали над нижними. Это делали не только ради дополнительной площади. В средние века налоги рассчитывались по площади первого этажа, поэтому люди расширяли дом вверх. Кроме того, выступающие этажи защищали фасад и вход от дождя. А еще такая конструкция позволяла легче поднимать грузы с помощью блоков и крюков на чердаке. Дерево для каркаса использовали дубовое, оно прочное и долговечное. Многие балки, которые вы видите сегодня, оригинальные, им по несколько сотен лет. Их соединяли без гвоздей, с помощью сложной системы пазов и деревянных шипов. Именно поэтому эти дома до сих пор стоят. А сейчас мы с вами подходим к знаменитому дому в Кальмаре, который называется Дом голов. Этот исторический дом был построен в 1609 году для богатого купца и торговца вином Антона Бургера. Архитектуру дома приписывают мастеру Альберту Шмидту, который умело сочетал элементы немецкого ренессанса с местными эльзасскими традициями. Фасад здания украшен более 100 скульптурными масками и головами людей, животных и фантастических существ. Именно эта необычная декоративная программа и дала дому его знаменитое название. На фронтоне фасада расположена статуя Бондаря, созданная в 1902 году Агюстом Бартольди, которая символизирует связь дома с винной торговлей. В разное время здесь размещалась винная биржа и другие исторические заведения, связанные с гастрономией и вином. Сегодня Дом голов сохранил свой статус памятника и полностью используется в современном формате. Внутри находится роскошный пятизвездочный отель с номерами, оформленными в духе исторического Эльзаса, а также высококлассный ресторан, отмеченный мишленовской звездой. Кроме того, здесь работает брастерия и винный бар. Давайте продолжим наш разговор об архитектуре. Ведь самое интересное – это то, что скрыто под этими живописными фасадами. Под многими домами в Кальмаре находятся огромные винные подвалы. Эльзас – это винный регион, и вино здесь было не просто напитком, а основой экономики. Подвалы строили глубокими, со сводчатыми потолками из камня или кирпича. Такая конструкция поддерживала постоянную температуру и влажность, идеальные условия для хранения вина. Некоторые подвалы соединялись между собой, образуя настоящую подземную сеть. В них хранили огромные дубовые бочки, иногда на 1000 литров. Вино выдерживали годами. Для торговцев это было богатство, а для семей – наследие. Во время войн подвалы становились укрытием,
А в 20 веке именно винная ценность региона во многом способствовала тому, что город старались не разрушать. Винные коллекции считались стратегически важными. И получается удивительный контраст. Сверху сказочные, будто игрушечные дома с резными балками и цветными ставнями, а под ними массивные каменные своды, прохлада, тишина и запах выдержанного вина. Если вдруг вы заметите на крышах домов огромные гнезда, не удивляйтесь. В Кальмаре особое место занимают аисты. Аист – это символ всего Эльзаса, птица счастья, удачи и семейного благополучия. Считается, что если аист выбрал ваш дом, то это к добру. Когда-то и здесь было очень много. Они гнездились на крышах домов, на башнях и колокольнях. Но в 20 веке их численность резко сократилась. Из-за изменения климата, осушения болот и урбанизации птицы начали исчезать. И тогда регион решил буквально спасти свой символ. В 1970-х годах в Кальмаре запустили специальную программу по сохранению аистов. Был создан центр реинтродукции, где птиц разводили в безопасных условиях, а затем постепенно возвращали в дикую природу. Им даже помогали адаптироваться, строили специальные платформы для гнезд, чтобы им было проще селиться рядом с людьми. Кальмар идеально подходит для жизни аистов. В городе много каналов, особенно в районе маленькой Венеции. Воды здесь достаточно, а значит, есть и пища. Влажная среда, близость рек и открытые пространства делают это место комфортным для птиц. Поэтому аисты чувствуют себя здесь почти как дома. Весной они возвращаются из теплых стран и занимают свои гнезда. Размах их крыльев может достигать 2 метров. И когда такой аист пролетает над узкими улочками старого города, это производит невероятное впечатление. Говорят, если вы увидите аиста в Кальмаре, это хороший знак. А если повезет увидеть пару аистов в гнезде, значит, город действительно принял вас как гостя. Мне, к сожалению, пока не посчастливилось увидеть живого аиста. Я все время смотрела на крыши в надежде заметить гнездо или силуэт птицы, но в этот раз я увидела только их символы. Возможно, в следующий раз, когда я вернусь сюда, мне все-таки удастся увидеть настоящего аиста, парящего над каналами. Для местных жителей аист – это не просто птица. Его изображение можно увидеть на сувенирах, вывесках, открытках, даже на фасадах домов. Он стал частью идентичности Эльзаса, так же как фахверковые дома или винные традиции региона. Местные жители с такой любовью относятся к этой традиции, что даже украшают свои дома искусственными аистами. Фигурки стоят на крышах, у дымоходов, на балках и выглядят не как декорации, а как продолжение городской истории. В Кальмаре есть дома особой значимости, те, которые не просто украшают город, а буквально формируют его характер. Некоторые здания здесь стали символами целых эпох.
Их фасады – это не просто архитектура, а отражение богатства, торговли и ремесленных традиций, которые веками развивали этот город. Прогуливаясь по старому центру, невозможно не заметить, как дома вокруг отличаются деталями. Где-то богато украшенные эркеры, где-то росписи на фасадах, где-то массивные деревянные балки, которые пережили не одно столетие. Особенно атмосферно здесь на площадях. Например, на площади Старой Таможни, где когда-то кипела торговая жизнь города. Именно здесь проходили ярмарки, заключались сделки, и Кальмар укреплял свое положение как важный торговый центр региона. Перед нами здание Старой Таможни. Это место, где столетиями проверяли и облагали пошлиной товары, поступающие в Кальмар. И постепенно, переходя от одной улочки к другой, мы приближаемся к одному из самых известных домов города, который носит название Дом Фистер. Этот дом был построен в 1537 году для богатого купца Людвига Шерера. Он сразу выделялся на фоне других зданий своим угловым эркером, деревянной галереей и настенными росписями с библейскими сюжетами и изображениями императоров. Это один из первых примеров ренессансской архитектуры в Кальмаре, где средневековые традиции сочетаются с новыми художественными влияниями того времени. Название «Дом Фистер» появилось позже, по фамилии семьи, которая владела зданием в XIX веке. Сегодня внутри находится винный магазин, но атмосфера прошлого здесь ощущается очень сильно. Когда заходишь внутрь магазина, первое, на что обращаешь внимание, это массивные деревянные балки под потолком. И самое удивительное, что они оригинальные, сохранившиеся со времен постройки дома в XVI веке. Эта часть несущей конструкции здания выполнена в традиционной фахверковой технике. А сейчас давайте заглянем в другой магазин. На этот раз это рождественский. Кальмар называют рождественским городом не случайно. Традиции празднования здесь уходят далеко в историю. Еще в средние века жители Эльзаса отмечали Рождество очень душевно и с особым вниманием к деталям. Устраивали ярмарки, обменивались подарками и украшали дома. С годами эти традиции только укрепились, и жители Кальмара до сих пор воспринимают Рождество как семейный и духовный праздник, который важно отметить красиво и с теплом. С конца ноября весь город превращается в настоящую рождественскую сказку. Следующим пунктом нашей прогулки становится музей Бартольди. Это музей, посвященный жизни и творчеству Франсуа Бартольди, знаменитого скульптора, автора статуи свободы в Нью-Йорке. Музей находится в доме, где Бартольди родился в 1834 году. Каждая комната музея рассказывает о разных этапах его жизни – детство, учеба, первые заказы и международная слава. По Кальмару невероятно приятно просто бродить, даже без какого-то определенного плана. Каждый поворот улицы может привести к маленькому открытию. Уютный закуток, скрытый дворик или узкий тоннель между домами. Ты заходишь туда и вдруг находишь что-то интересное. Старинную дверь, миниатюрный мостик через канал или красивый фасад, который не замечаешь с главной улицы.
Похоже, этот местный житель решил меня поприветствовать. Пройти мимо не получится. Пока гуляешь по Кальмару, невозможно пройти мимо сувенирных магазинов. Здесь столько всего интересного. Кроме стандартных магнитов и открыток, можно найти керамические фигурки аистов, миниатюрные фахверковые домики, расписные тарелки и даже рождественские украшения ручной работы. Если хочется привезти что-то особенное, стоит обратить внимание на местные сладости – марципан, пряники или традиционные эльзасские печенья. Если внимательно смотреть под ноги, в старом центре Кальмара можно заметить маленькие металлические треугольники, аккуратно вделанные в тротуар. Они не просто декоративные, это своего рода маршрут Бартольди, который помогает проследить жизнь Франсуа Бартольди, знаменитого скульптора и создателя статуи свободы. И, кстати, мы сегодня ранее уже проходили мимо его музея, где можно увидеть его работы и узнать больше о жизни художника. Каждый треугольник отмечает конкретное место. Здесь он родился, здесь учился, здесь проводил первые художественные эксперименты, а здесь создал небольшие скульптуры до того, как стал известным. Идея такая. Пройдя по всем треугольникам, можно буквально пройти мини-тур по жизни художника, узнать, где он жил, какие здания его вдохновляли и как формировался его талант. Некоторые треугольники сопровождаются маленькими табличками с пояснениями, а рядом можно увидеть изображение его работ или мини-модели, чтобы лучше понять его творчество. Для туристов это не просто прогулка, это исторический квест по городу, где каждый шаг как маленькая подсказка, соединяющая улицы Кальмара с великим искусством. Сейчас мы находимся на мосту улицы Турен, который пролегает прямо через каналы старого города. На этом мосту висят замочки, маленькие знаки любви, которые оставляют пары. С этого моста открывается чудесный вид на старые фахверковые дома и воды, отражающие их фасады. Мы с вами находимся в рыбном квартале, историческом районе Кальмара, где когда-то жили рыбаки и торговцы. Здесь узкие мощеные улочки, старинные дома с яркими фасадами и множество маленьких каналов, которые придают кварталу атмосферу настоящей средневековой сказки.
Кальмар славится своими мишленовскими ресторанами. Их здесь очень много, и каждый предлагает особенную атмосферу и изысканную кухню. Например, вот этот ресторан, расположенный в самом центре маленькой Венеции, сразу притягивает внимание. Его фасад выполнен в стиле трамплёй. Это художественная роспись, создающая иллюзию объема, глубины и изящных архитектурных элементов. Благодаря тонкой игре света и тени здание кажется почти трехмерным, а декоративные детали выглядят так, словно они вырезаны из камня. И вот мы плавно с вами переместились в район маленькой Венеции. Это самый живописный и, пожалуй, самый узнаваемый уголок Кальмара. Свое название район получил благодаря каналам реки Лаух, которые проходят прямо между домами. Из-за воды, отражающей разноцветные фасады и небольших мостиков, это место действительно напоминает миниатюрную Венецию, только в эльзасском стиле. Исторически здесь жили рыбаки, лодочники и торговцы. Каналы были не украшением, а частью повседневной жизни. По воде перевозили товары, продукты и вино. Сегодня лодки здесь уже прогулочные, но сама атмосфера сохранила ощущение старого торгового города. Вполне логично, что рядом с каналами появился рынок. Это крытый рынок Кальмара, построенный еще в XIX веке. Раньше сюда привозили свежую рыбу, мясо, овощи и сыры с окрестных ферм, а благодаря каналам доставлять продукты было удобно и быстро. Сегодня это одно из самых атмосферных мест в старом городе, где можно почувствовать настоящий вкус Эльзаса. Как только заходишь внутрь, сразу ощущается особая атмосфера. Запах свежего хлеба, специй, сыров и выпечки. Здесь продают местные деликатесы, эльзасские сыры, фуагра, домашние паштеты, сезонные овощи, сладости и, конечно, местное вино. Здание рынка само по себе очень красивое, с высокими потолками и большими окнами, через которые видно воду канала. Это не просто место для покупок, а часть живой истории города, где старые традиции торговли продолжаются до сих пор. Летом маленькая Венеция утопает в цветах. Герани свисает с балконов, отражается в воде, и кажется, что весь район специально создан для открыток. Осенью фасады становятся еще более теплыми на фоне золотой листвы. А зимой маленькая Венеция превращается в часть рождественской сказки с огнями и украшениями. Если пройти чуть дальше вдоль канала, можно увидеть лодки с туристами. Это короткие прогулки по воде, которые позволяют взглянуть на дома с необычного ракурса. С воды маленькая Венеция выглядит еще более камерной и уютной. Интересно, что район не такой большой, как может показаться на фотографии. Он компактный, но при этом каждый уголок здесь фотогеничен. Стоит немного отойти от главной улицы, и ты оказываешься в тихом переулке, где слышно только журчание воды. Район Маленькая Венеция сегодня выглядит как сказочная декорация, но так было не всегда. В XIX веке, после промышленной революции, жизнь города начала меняться. Торговля по каналам постепенно теряла значение. Транспорт становился сухопутным, и старые кварталы у воды перестали быть экономически важными. Рыбаки и ремесленники покидали район, дома старели, а средства на их содержание не вкладывались. К началу XX века многие здания находились в плохом состоянии. Деревянные конструкции разрушались от влаги, фасады темнели и осыпались, часть домов считалась небезопасной.
В тот период во многих европейских городах старые кварталы просто сносили, чтобы построить более современные здания. И в Кальмаре тоже обсуждалась идея расчистить часть старой застройки у каналов. Район считался устаревшим и неудобным для современной жизни. Но после Второй мировой войны отношение к историческому наследию изменилось. Во Франции начали активно сохранять старые центры городов. В Кальмаре стартовали масштабные реставрационные работы, укрепляли фахверковые конструкции, очищали и восстанавливали деревянные балки, возвращали фасадам исторические цвета, обновляли каналы и набережные. Фактически маленькая Венеция была спасена благодаря программе сохранения исторического центра во второй половине XX века. И вот что интересно, цвета домов, которые сегодня кажутся такими яркими и инстаграмными, это результат реставраций. Их подбирали, опираясь на исторические оттенки, но при этом делали более выразительными, чтобы подчеркнуть уникальность района. И вот мы снова с вами переместились в самое сердце старого города – квартал Кожевников. Это не просто красивые декорации, а настоящий портал в прошлое. В средние века здесь кипела жизнь. Ремесленники объединялись в гильдии, мощные союзы мастеров одной специальности. Посмотрите на эти дома. Здесь все было продумано до мелочей. Кожевники, плотники, корзинщики – и даже кузнецы занимали целые улицы. Это был настоящий центр ремесел, где каждый дом служил мастерской и торговой лавкой. Особая примета этого места – высокие белые фасады с открытыми мансардами. Именно там, под самой крышей, кожевники когда-то сушили шкуры на свежем воздухе. Интересный факт. Считается, что улочки, фахверковые дома и атмосфера Кальмара вдохновили аниматоров Диснея при создании деревни, где живет Белль в мультфильме «Красавица и чудовище». Хотя официально место не подтверждено как модель, многие элементы – цветные дома, мощеные улочки и маленькие площади – очень напоминают те, которые мы видим в Кальмаре. Для многих путешественников этот город действительно выглядит как сказочная реальность. Старожилы Кальмара до сих пор хранят легенду о голосе самого города. Говорят, в неспокойном XVI веке местный колокол обладал мистической силой. Он чувствовал беду раньше людей. Предание гласит, что однажды ночью, когда враг вплотную подошел к стенам, колокол зазвонил сам по себе, подняв спящий город по тревоге. Эту историю не найти в сухих официальных хрониках, но она стала живой душой кальмарского фольклора. С конца XX века Кальмар стал активно развивать туристическую привлекательность. Особенно после того, как большая часть старого города получила статус охраняемой исторической зоны и была реставрирована. В 1966 году значительная часть исторического центра была официально объявлена защищенным объектом, а в 1972 году территория была еще и расширена. Это дало мощный толчок к восстановлению зданий, мостов, площадей и каналов старой части города, именно так, как мы видим ее сегодня. После реставрации кварталов и создания пешеходных зон Кальмар стал гораздо более привлекательным для путешественников. Постепенно, начиная с 1970-х и особенно в 1980-е и 90-е годы, сюда все чаще стали приезжать туристы из разных стран, просто посмотреть на архитектуру и атмосферу старого города. В 1978 году туристов особенно стал привлекать один из крупнейших музеев региона – Унтерлинский музей. Он быстро стал самым популярным региональным музеем Франции благодаря знаменитому алтарю Изенгейм, который поражает своей детализацией и историческим значением. Этот музей стал настоящей культурной жемчужиной города.
и еще больше усилил интерес к кальмару со стороны туристов со всего мира. К сожалению, мне не удалось попасть внутрь в этот раз, но я обязательно оставлю его в списке мест для будущего визита, потому что слышала, что экспозиция впечатляет не меньше, чем внешний вид здания и атмосфера старого города. Genau, deswegen wird auch so viel fotografiert. Ja, ja. Вот и подошла к концу наша прогулка по Кальмару, городу, где каждый уголок словно открытка из сказки. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в городе. И не забудьте подписаться. Впереди много новых приключений. До встречи!